Идти вперед туда, где не ждут, атаковать там, где не подготовились. Вы слышите цитату, а это значит, что канал Алекс ОБС продолжает свою работу. Всех приветствую и прошу внимания. Сегодня на карте Дедушу битва воздушных сил. Участвуют Фарго под синим цветом на верхнем споте и Вивид, зеленый цвет, нижняя позиция. У обоих бойцов генерал Малком Грейнджер, авиация США. После просмотра попрошу написать комментарий, поставить лайк, те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Также хочу напомнить о конкурсе на лучший реплей марта, подробности в закрепленном комментарии под видео. Ну что же, касаемо поединка, он проходил в рамках челленджа 1 на 1 от Оксигена, стримил Xcal, я сегодня посмотрел, и мне очень понравился этот бой, поэтому хочу вам его показать. Ну и давайте возвращаться, уже начинаются первые дропы, подготовка, ну и все, полетел Фарго вперед на Вивида, а Вивид тем временем продал КЦ. Вивид продал командный центр, также загружает дроп, и будет, я так понимаю, дропать. Слушайте, а Фарго-то прилетел, он прилетел, и по идее он увидел эти два дозера разом, и сейчас дроп, я так понимаю, да, под дозер, и все, первый дозер, до свидания. Выходят ракетчики, выходит рейнджер, будет пытаться, видимо, Вивид справляться с этим дропом, но почему Фарго сейчас обратно ракетчиков в чинук не погрузил? Можно же было перелететь, он же видел, куда дозер поехал, тут видно прям по следам, и можно было бы завершать прямо сейчас эту игру, просто посадить в палатку сюда ракетчиков и разбить дозер, и все, до свидания. Ни филдов, одна только казарма, тут сапплай и электростанция, все, до свидания. Но почему-то этот дроп просто бежит сам, Фарго его бросил, тут уже за ним бежит рейнджер с ракетчиком, и неужели он просто так его отдаст? Тем временем Вивид своим дропом уже также летает, блокнул здесь САП, убил, я так понимаю, чинук, один возвращается с базы от Вивида, также Фарго вернул своего добытчика, свой чинук. Ну и опять справа также блокируется экономика. Ну и дальше полетел Вивид. Слушайте, хороший дроп. Он им уже сколько работает времени. Уже третья минута пошла. Ни одного ракетчика так и не убили. Ну и я так понимаю, это под электростанцию. Да, все, начинает выбиваться энергия. Тем временем Фарго прилетел опять чинуком. Я так понимаю, оставшихся ракетчиков загрузил. Они почему-то просто, тут он висит, этот чинук, никуда не летит. Хотя надо бы. Тем временем убивается у Фарго электростанция. Так, ну и возвращает, да, в чинук обратно своих ракетчиков. Вивид хорошо контролирует свой дроп, перестраивается электростанция. Фарго работает сейчас в данный момент над энергией. Ну и дальше летит, как раз таки опять под чинуки. Ну там два дозера сразу же с двух сторон залетают. И неужели передавит, а? Неужели? И все. Все, дроп закончился. Тем временем Фарго своими ракетчиками прилетел. С двух сторон этих ракетчиков зажали. Лазерлок на чинук. Но этот дроп в никуда, абсолютно очень жаль на самом деле, что так получается. Ну и вылетает первый раптор уже от Вивида, все-таки достроил он свой эйрфилд, первый раптор прилетел и сбил с чинук. Все, здрасте, приехали, страдаем Фарго-то по экономике, верно? Ответный раптор полетел, также уже есть филд, бегают рейнджеры, но это вот как раз таки с электростанции. Так, а куда раптор летит? А раптор летит, скорее всего, также под сапплай, здесь чинук, ну-ка, сможет ли сбить? Нет! Не смог, дал под зад и улетел обратно. Еще два раптора от Вивида летают, теперь уже на правом фланге. Начинает потихонечку слева, справа атаковать своего противника. Боец из клана ООЕ. Еще минус чинук, еще минус чинук. Все, справа САП абсолютно не добывает. Слева, слушайте, также сапплай не добывает. И получается, что с экономикой ну совсем плохо сейчас у Фарго. Еще раптор залетел. По электростанции, возможно, сейчас вообще вдарит. Нет, пока просто летает, смотрит, разведывает. Так, опять раптор от Фарго. Ну, надо добить уже этот чинук. Да, все. Минус чинук Вивиду. Слева 2 есть, один каленый. Еще чинук забирается. Нет, живет чинук. Там еще два раптора есть на готове. Так, а Фарго тем временем сделал ставку на захваты. Да. Начинает захватываться вышка справа. До свидания, опять энергия. Ну, что-то тяжеловато как-то Фарго. А ведь могло все закончиться намного раньше. Еще и минус чинук. Можно было бы сделать дроп вот сюда, под вот этот филд, пока он строился. Выбить последний дозер и все на этом. Но отпустил. Отпустил Вивид, точнее Фарго Вивида, и Вивид начинает развиваться, начинает проводить атаки. Справа вышка все-таки Фарго захвачена. Так, в центре здесь не дают захватить, пока что приходится отбиваться от рейнджеров с ракетчиками, но пытается Фарго, а слева захватить не дали. Прилетел раптор, отменил захват. Так, можно по дозеру здесь вдарить, не дать построить энергию. Но Вивид почему-то улетает, заходит на вираж, возвращается, ну-ка.
Ну-ка, ну, куда? Да, в электростанции. И вновь минус энергия. Да что ж такое? Ну как же тяжко, слушайте, Фаргу. Вивид тем временем уже дает второй филд. Дозер по-прежнему тот самый живет, уже второй филд. Куча рапторов летает. Так, ну и что у нас дальше? А дальше бежит рейнджер. Бежит рейнджер под филд, который вот здесь вот как раз-таки под домиками стоит. И наглый перехват, я так понимаю. Так, пока под сапом здесь от Вивида летают рапторы. Куда будет пробивать? По филду будет бить через контрол. Ай-яй-яй-яй-яй. Живет филд. Не вышло. Но все-таки добьет, да. И сразу же раптор от Фарго падает. До свидания, слушайте. Ну как же тяжко. Так, а филд перехватить не дали. Вышку Фарго захватил. Так, а там флешки появляются. Вивид выучил флешки, также у него есть захваты. Я так понимаю, будет в будущем вышку-то перехватывать себе. Но пока две вышки у Фарго имеется. Чинуков на карте нет. По крайней мере, от верхнего эйра. Он сейчас просто на двух вышках живет, перестраивает филд там. Ой, как же плохо-то. Еще 3 раптора залетели и выбили сапплай. Господи, да как же так? А ведь, казалось бы, убей дозер. И все. И все на этом. Но нет, не сделал. И вот теперь страдай. Так, еще 2 раптора от Вивида. Но опять улетают. Куда-то, я так понимаю, сейчас опять, да, виражировать. Тут будут, наверное, энергию будут бить. Или по чинукам. Так, ну одного достал, а второй... второй падает, но один живет. Так, слева вышка захвачена. В центре также вышка у Фаргу есть. Очень много рейнджеров, слушайте, прибежало от верхнего эйра. И все-таки неужели это перехватит? Начинается перехват филда. Тут с 3 сторон сразу же зашел, но неужели сможет? А все-таки, неужели Вивид это отдаст? Неужели отдаст этот филд? Ну, все-таки захватит, да. Да, распродает. Приходится распродаться. Один филд в минус. Ну, это на руку Фаргу сейчас. Ну, конечно, Фаргу, ну, очень сильно страдает. Но тут есть филд. И опять каркас. Это уже будет вновь 3-й. Справа летают рапторы. Слева летают рапторы от уешного бойца. И полетел раптор от Фаргу на правый фланг. А там дозер. А там тот самый дозер. Ну неужели? Ну вот хоть сейчас уже. На 8-й минуте-то сможешь? Да, наконец-то. Все. Дозер в минус. Строители у Вивида кончились. Но 2 филда есть, в принципе. И так как он сейчас играет, посмотрите, что у Фаргу. У Фаргу 2 филда, казарма и командный центр. Ну вот на центр, кстати говоря, пришел тут строителям и ставят казарму. Может быть, будет какой-то массовый спам рейнджеров, я не знаю. Но даже энергии нет, это будет все очень долго. Но в принципе с 2 казарм, почему бы и нет, можно попробовать. Тут перестрелка рейнджеров, они тут с флешками у Вивида. Так, ну и полетели уже и команчи даже в бой вместе с рапторами, летят вперед. Тут ответные есть от Фаргу, выбивается казарма, минус чинук. Команчи блокируют сейчас филды. И мне кажется, что это уже все, пробивается, в принципе, эти команчи. Ну и что дальше-то делать-то? А все, ГГ. Сдался Фаргу. Убил бы дозер. И все на этом. Но нет. В итоге проиграл. Да, реплей, конечно, очень крутой. Вы знаете, есть реплеи там по 20-30 минут, по 40 минут, да даже 15 минут, которые просто лишены формы и содержания, только масса. Скелета вообще никакого нет. Как античный сосуд, форма, лишенная содержания. А есть вот такие коротенькие поединки, в которых ну столько мяса, просто не успеваешь следить. Это круто. Это очень круто. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Алекс УБС. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.